Дорогие друзья, мы представляем вашему вниманию видео, которое снимали ровно 2 года назад, в декабре 2022 года. А в декабре 2024 года случайно видео попалось нам на глаза. И мы, просмотрев его, решили, что это совсем не случайно. В течение целого года войны мы при огромном желании не имели возможности попасть на север Израиля. Хизбалла выпустила по Израилю за год почти 23 тысячи ракет. Города и сельскохозяйственные поселки севера нашей страны оказались под этим шквалом разрушающей силы. Пожары уничтожили большое количество лесных площадей. Спустя целый год, сейчас в декабре, при наступлении перемирия, вновь открылись заповедники и археологические парки севера Израиля. А у нас уже есть готовое видео, и мы решили дать ему вторую жизнь. Приглашаем к просмотру. Добрый день, дорогие друзья! Израиль встречает вас в Верхней Галилее. Мы едем в сторону крайнего севера нашей замечательной страны. Уже по традиции в который раз мы останавливаемся у обзорной площадки на долину Хула. Как видите, мы не одни. Израильтяне любят путешествовать по своей стране. И сегодня самая лучшая погода для пеших путешествий. Трудно пройти мимо этого деревца. Это израильская фисташка. Какая она нарядная. Только не думайте, что вам удастся наесться фисташек прямо с дерева. Схожие названия, но деревья разные. И съедобные плоды только на фисташке настоящие. А это цветет дерево хару. Зима, а дерево цветет. А вот созревшие плоды этого дерева. Его еще называют дерево Иоанна Предтечи. Они съедобны, сладкие на вкус и даже полезные. За крокусом пришлось лезть на четвереньках. Пробились листья полевых цикламенов, и если их клубни ядовиты, то листья даже употребляют в пищу. После первых дождей выпустила свою яркую зелень дримия, морской лук. Беспилотник Миша любуется просторами долины Хула. Ну и мы вместе с ним. Мы ждем его возвращения. Приземляется. Приземлился. Едем дальше. Карта заповедника мы берем обязательно, да? Тут все ништяки. Так мы готовимся к съемочному дню. Но я забыл выключить машину. Национальный парк Тель-Дан встречает нас солнцем, детскими возгласами, шумом воды и запахом кофе.
Дорогие друзья, всем огромный привет! Всем привет! Сегодня мы снова окунемся в такой уже знакомый израильский мир флоры и фауны, библейской истории и, конечно же, археологии. Вы слышите повсюду шум воды. Она шумит из разных мест, такой Dolby Surround, звук объемный. Потому что здесь собирается в один приток Иордана Дан, ручьи, который стекает с величественной горы Хермон. Итак, мы с вами совершим путешествие по национальному парку Тель-Дан. Добро пожаловать в национальный парк Тель-Дан. Вперед! Слушай, Лариса, у меня такие ощущения классные в Тель-Дане. Просто не холодно и не жарко, правда? Но это еще одна потрясающая жемчужина Израиля. Да, и в декабре здесь, конечно же, сказка. Здесь невероятное количество деревьев, кустарников. Это просто какое-то потрясающее место. Сколько раз была здесь, не перестаю удивляться. Да, здесь Посмотри, какой потрясающая природа, величественный платан. эклектическая абсолютно. Давай, может быть, остановимся возле него и Да, буквально пару давай, слов расскажем. давай, Дело в том, давай, что это очень конечно, интересная идея. Конечно. В таких местах не устаешь поражаться, удивляться, восхищаться величию божественной природы. Да, и одно из таких деревьев, платан, на иврите называется долев. И это один из великанов. Да, Почему? В Турции самый большой растет такой великан, ему 2300 лет, его высота достигает 42 метра, а ширина 13 метров. Но вообще этот долгожитель изначально был завезен в 12 веке до нашей эры еще филистимлянами. То есть теми пиратами Средиземноморья, которые вошли в Святую Землю, предположительно с северной части Синайского полуострова. Да, народы моря их называли. Да, еще, народы да? моря. И с острова Кавтор. А что такое Кавтор в переводе с иврита на русский, вы удивитесь. Это остров Крит. Получается, что вот эти пираты-средиземноморцы прибыли с острова Крит сюда, в Святую Землю, в Ханаан. Они просуществовали 6 столетий. С 12 по 6 век. В 6 веке растворились. Но Да. на Святой Земле они оставили после себя несколько биологических видов. В частности, дерево Платан. На Завезли- иврите, как называется? Дерево долев. Долев. Да. Завезли они. И еще 5 видов деревьев, среди которых лавр благородный, к которому мы О, тоже подойдем и о нем Скажем расскажем. спасибо за дерево лавр самим филистимлянам, которые исчезли в 6 веке до нашей эры. С лица Святой Земли и вообще с земли. Дорогие друзья, среди совершенно дикой девственной природы мы видим обустроенные дорожки. Это все для посетителей парка. Ну и обратите внимание на вот этого великана. Потрясающее дерево выросло здесь, в парке Тель-Дан. И это тоже платан. Посмотрите, какой он огромный, какой он раскидистый и высоченный. А здесь целая рощица лавровых деревьев. Лавр благородный. Древнейшее растение. Одно из самых древних растений на Земле. Оно еще было в эпоху динозавров. И вы знаете, в легендах Древней Греции венок лавра украшал голову Аполлона. А это также символ власти, символ могущества. Лавровый венок. Жрецы культа Аполлона также употребляли лавр в пищу. Вернее, не в пищу, они его жевали перед тем, как совершать священнодействие. А вы знаете, что это растение, обладающее огромным количеством медицинских свойств, гораздо более обширных, чем многие лекарственные растения. Такая банальная пряность, как лавровый лист, весьма вас удивит множеством лечебных свойств. Так что жрецы Аполлона, лавроеды, как их называли, по всей вероятности обладали отменным здоровьем. Слышите шум воды? Вот все по нарастающей. Я подхожу к интересному мосту, и за мной находится самый большой исток знаменитой реки Иордан под названием Дан. Что же это за исток? Здесь, в верховьях Верхней Галилее, в районе горы Ермон,
зарождается этот удивительный приток реки Иордан. Конечно, здесь воды потрясают своей чистотой, такой бирюзой отдает. Это совершенно другая вода по сравнению с тем, что мы видим, например, в Иудейской пустыне в районе Мертвого моря. Там она приобретает такие коричневые, шоколадные оттенки. А здесь доминируют бирюзовые, зеленоватые, потому что это чистейшая вода талого снега, спадающая, практически фильтрующая каменные породы с горы Хермон. Исток Дан дает реке Иордан 250 миллионов кубометров воды в год. Это колоссальный объем. И практически это 60% всего водосбора реки Иордан. Ну и, конечно же, в обилии зелени, в обилии воды мы не можем не встретить библейскую смоковницу. Их здесь немало. Вот, в частности, здесь, обратите внимание, какие красивые ярко-зеленые листья, шум воды и, конечно же, рядом смоковное дерево. Ну и здесь в тени и в обилии воды растет прекрасное растение, которое я просто обожаю. Это волосы суламифи. Ну и посмотрите, мальчишка, гуляющий в парке, выбросил этот тростник. Здесь огромное количество сахарного сладкого тростника. Почему он выбросил? Да потому что ничего отсюда нельзя уносить. Все, что упало, все должно остаться на территории заповедника. А мы продолжаем свой путь дальше. В Иерусалиме практически не увидишь того, что привычно называть золотой осенью. Хотя я не совсем справедлива. В ботаническом саду растут деревья, которые могут порадовать осенней красотой. Здесь, в заповеднике, в начале декабря, краски нашей израильской осени, плавно перешедшей в зиму, только набирают свою полноту. И вот еще одна роща на нашем пути, и это роща деревьев лавр благородный. И посмотрите, какие они огромные. И здесь действительно пахнет лаврушкой. А вот если посмотреть сюда вниз, здесь видно прям такая взрытая земля. Знаете, кто это? Это кабаны. Кабаны ищут клубни. А здесь, ну чем вам не хроники Нарнии? Посмотрите, как здорово, загадочно, таинственно. Этот небольшой и совсем не глубокий бассейн – магнит притяжения детей. И в него разрешено заходить. И хотя вода в нем достаточно холодная, в летнее время здесь раздолье для малышей. Несмотря на то, что мы очень-очень торопимся, световой сейчас день очень короткий, но мы можем свернуть с пути и подняться по вот этой очень интересной лестнице из базальтовых камней. Потому что идем мы в сторону огромного фисташкового дерева, которое ну, просто невозможно вам не показать. Пройдя небольшой путь, мы приближаемся к огромному дереву-великану. На самом деле я точно знаю, потому что мы уже снимали это дерево, что камера не может передать все его величие, весь его размах и всю его красоту. Обычно мы видим фисташковые деревья, ну небольшие или в виде кустарников. Это же просто некий гигант. Это фисташка атлантическая. На иврите это дерево называют словом Эла, то есть богиня. Царь Саул с сыновьями погребен под Элой,
долине Эла молодой пастух Давид победил великана Голиафа. В ветвях фисташки запутались волосы Авесолома, мятежного сына царя Давида. Как вы думаете, что это? Посмотрите, какой большой. Похож на шляпку лесовичка, правда? В Израиле растут несколько видов дубов. Как видите, деревья сейчас сбрасывают желуди. Ну и как не обратить ваше внимание на просторы осенней, зимней Святой Земли в ее прекрасных красках. У нас прям сегодня такая экскурсия в природу, но я не могу пройти мимо этого растения. Обратите внимание, какое оно сочное, какое оно зеленое. И эта зелень появилась не так давно. Дело в том, что израильская осень – это не замирание природы. Это наоборот, многие растения наоборот оживают. Посмотрите, какие они яркие, сочные, насыщенные. А это их цветы, они уже подсохли. Это средиземноморский лук. Кстати, появление вот этих цветов – это один из признаков осени. Сейчас цветы уже отцвели и вышла яркая, сочная зелень. Ну что ж, после встречи с растениями, прекрасной природой, можно перейти к другой теме, более серьезной. А именно, увидеть древний Дан, античный Дан. И здесь тоже мы видим оливковые деревья. Посмотрите, какая прелесть. Еще во время раздела земли обетованной израильскими племенами, колено Дана получило сравнительно небольшой, но плодородный удел в районе Средиземного моря. Но на этих землях жили и филистимляне, успешные воины, которые теснили данитян. Часть колена была вынуждена искать новые земли. Они завоевали не знавший войн город Лаис или Лешем и переселились на эти земли, основав город Дан, который стал синонимом северной границы земли обетованной, а также местом вероотступничества. Израильские археологи работали здесь с 1963 по 1997 годы. И мы видим эти стены, конечно же, это частичная реконструкция. Сделали для наглядности, как могли выглядеть стены древнего Дана. И мы видим использование базальтиновой породы. Нашли вообще в целом здесь 16 археологических слоев. И это удивительно, колоссальная работа в течение долгого времени здесь была проведена. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами на территории города Дана израильского периода. Мы зашли в израильские ворота, и сейчас я вам покажу, как они были устроены. Здесь есть несколько камер, буквально в воротах. Вот мы видим одна камера с этой стороны, с этой стороны. Здесь, по всей вероятности, находилась администрация, мы бы так сказали современным языком, администрация города. Ведь люди в большинстве своем в городах не жили, они жили вокруг и прятались внутрь стен города только по необходимости. У ворот находился, скажем так, привратник, Стража. и вот в этих отдельных помещениях, камерах, сидели, можно сказать, чиновники, как бы мы сказали, городская администрация. А людям было зачем приходить сюда. Было большое количество проблем, ссор друг между другом. Их нужно было решать. И решали их здесь, внутри города. А этот замечательный макет иллюстрирует библейский текст второй книги Царств, который гласит: «И встал царь и сел у ворот, и народу возвестили, что царь сидит у ворот». А как вы думаете, для чего царь сидел у ворот? А для того, чтобы судить народ. А что мы видим здесь, на входе в ворота? Что это за строение? Я даже могу сесть,
Посмотрите, как интересно. Некие вот такие вот красивые декоративные украшения из камня. По сути, это трон правителя Дана. Здесь он сидел и судил народ. Место правителя Дана пустовало недолго, и вскоре нам выпал шанс познакомиться с королевой. Но совершенно эксклюзивное интервью с ней не записалось. Так случается. Остались малые крохи. «Я королева», — сказала юная леди. Папа король. А что у тебя в ручке? Это королева. Это королева? Ух ты! Какая красивая у нас королева. Давай. Лесная королева, правда? Да, это король. А это король. Давай. Привет. Привет. А я королева. Здравствуй, королева. Королева – это прекрасно. А мы возвращаемся к нашим камням. Перед воротами в город большая площадь для народа с неким культовым сооружением. В 1997 году здесь, в Тельдане, была обнаружена сенсационная находка с надписью на арамейском языке о победе некого царя И убийстве им сына царя из дома Израиля и сына царя. из дома Давида. Это единственный практически не библейский источник упоминания имени царя Давида, найденный в Святой Земле. Это перевернуло весь научный мир. Действительно, вот вы видите здесь фотографию, фотокопию этой стелы на арамейском языке. Примечательно, что эту стелу нашли уже во вторичном использовании. Она использовалась как укрепление мостовой. И вот часть этой стелы с упоминанием дома Давида находится сейчас в одном из археологических музеев города Иерусалима. Впереди нас ждет еще одна сенсационная находка. И мы спешим к этому месту. А на пути эвкалиптовая роща. Дорогие друзья, вы просто даже не представляете, куда мы пришли и что мы сейчас увидим. Это совершенно уникальное явление. Это единственное в мире трехарочные ворота, которым вы даже не представляете, сколько лет. Это ворота, которым практически 4000 лет. Это ворота древнего города, который упоминается в Писании под названием либо Лаис, либо Лешем. И еще у этих ворот есть одно название, которое называется Авраамовы ворота. Дело в том, что в Библии говорится, что Авраам, рассказывается нам история, когда Авраам пошел спасать племянника своего Лота и дошел до города Лаиса, а дальше погнал царей в сторону Дамаска. Это последний пункт торгового пути перед уже Дамаском. Заметьте, Авраам, узнав, что племянник Лот попал в плен, не имея по сути войска, решил противостоять победителям. Он смог собрать чуть больше 300 человек. Не самое большое войско, но вера в помощь Всевышнего поддержала его в стремлении освободить родственника. И в этом Авраам не ошибся. И может быть даже и вполне вероятно быть тому, что Авраам проходил этими воротами, кто знает. Но, по крайней мере, название Авраамовы ворота, современное название, за ними сохранилось. Итак, трехарочные ворота, которым практически 4000 лет. И что удивительно, они были сделаны из необожженного кирпича, из сырца, так сказать, и сохранились. А сохранились они потому, что вскоре, после того, как они были построены, они были вскоре засыпаны. И только это их сохранило. Парк Тельдан находится практически рядом с границей государства Ливан. На этой обзорной площадке можно подробно рассказать о не самой известной, но одной из затяжных войн Израиля – войне за воду. Но краткость
сестра таланта. Поэтому кратко. Когда в 1964 году Израиль начал осуществление национального проекта по строительству водовода, соседние Израилю Ливан и Сирия пытались лишить Израиль основного источника воды, перекрыв два важных источника Иордана и перенаправив в сторону русло двух источников этой реки, наполняющей озеро Кинерет. Исток Дан находится на территории Израиля. Почти год длилось противостояние. Ливан и Сирия рыли отводные каналы. Особенно усердствовала Сирия. Сирийцы теряли под израильскими обстрелами строительное оборудование, но упорно продвигались вперед. И только летом 1966 года Израиль наконец использовал военно-воздушные силы и разбомбил сирийскую технику, недоступную танкам. И этого оказалось достаточно. Сирийцы остановили свой строительный проект. Ну вот, дорогие друзья, мы пришли еще в одно довольно-таки серьезное место, потому что это храм, который упоминается в Библии, храм, который был построен в Дане. Построил его Иераваам, сын Набатов. И поклонялись здесь не Богу живому, а поклонялись здесь тельцу. Обратите внимание, вот это мы видим из металла выполнен жертвенник. Мы видим его форму. Рогатый жертвенник. И здесь совершался культ тельца. Возможно, за язычество и была уничтожена династия, полностью, вернее, было уничтожено Израильское царство. За 200 лет сменилось огромное количество династий с полным уничтожением предыдущих. Сын Иераваама был убит последующей династией царем Ваасом. Вот, обратите внимание, какой огромный был жертвенник. В Ветхом Завете рассказывается о двух святилищах, которые были построены в Дане и в Вифиле для Израильского царства царем Иераваамом. Почему он это сделал? Да потому что он сказал, что будут идти в Иерусалим, в храм на поклонение Богу живому, а ему это не надо. Придут и убьют меня, и опять вернутся в Иерусалим. И тогда он построил другие храмы и поставил здесь тельцов. И был здесь поклонение, то есть культу тельца. Кто такой Иераваам, сын Набатов? И почему, собственно говоря, разделилось единое царство после царя Соломона? Это было предсказано пророком Ахеем. Дело в том, что Соломон к старости своей, мы знаем, что у Соломона был огромный гарем, 700 с лишним наложниц. И, конечно, многие были язычницами, но он совершал политические браки. Но культ языческий процветал при нем. Он строил языческие капища для своих жен и как-то не так уже ревностно относился к Богу живому. И Господь ему сказал, что из-за Давида, который любил Бога, ты останешься, но после тебя царство будет разделено. И 10 частей твоего царства уйдут другому. Кому же? Иеравааму, сыну Набата. То есть это был Иераваам, сын Набата, это был, можно сказать, слуга Соломона, который поднял впоследствии на него руку. Он руководил строительными работами в Иерусалиме. Но шел он как-то по полю и встретил того же пророка Ахию. Ахия разодрал на себе одежды, разодрал на 12 частей и 10 частей отдал Иеравааму и сказал, что 10 частей царства Соломона будут отданы тебе. И Иераваам убежал в Египет и вернулся только тогда, когда Соломон умер. Царство Соломона процветало. И Ветхий Завет рассказывает нам об этом. Насколько мощное, сильное, богатое было это царство, что даже серебро было по стоимости камней, так написано. И ливанские кедры стоили столько же, сколько сикаморы, которые растут в низинах. Но и вместе с тем были огромное давление на народ налогами. И вот представители 10 израильских колен приходят к сыну Соломона, к Равааму, и просят: твой отец наложил нас очень серьезное иго. Можешь ли ты дать нам послабление? Это я говорю своими словами. И Раваам сказал: а
подождите 3 дня. И стал советоваться со старейшинами. Старейшие, люди мудрые, они сказали ему интересную вещь, которая продолжается и по сей день, старо как мир. Ты обещай им то, что они просят, а когда тебя уже помажут на царство, там уже решишь, как тебе поступать. Посоветовался он с молодежью. Что говорит молодежь? Молодежь, она, конечно, это еще чего. Нет, ты скажи, еще и утрою эти налоги, еще и увеличу. Так и произошло. И тогда 10 израильских колен отделились от единого царства и образовали свое Израильское царство. И вот после Соломона единое царство разделилось на Иудею с храмом с Иерусалимским, где шло поклонение Богу живому, и на Израильское царство. А у Израильского царства было 2 храма в Дане, вот здесь, и в Вифиле, но поклонение там было Тельцу. Это путь в райский сад. Так тут и написано. Указатель для желающих попасть в райский сад. Здесь сплошные бегущие ручейки и очень пышная растительность. Я заслужила лишь несколько метров пути. В райский сад сегодня мы не попали. Пора к выходу. Но райский сад здесь повсюду. Сплошной восторг, мои охи, ахи, и восторгаться есть чему. Ну, конечно, если ваше сердце еще не зачерствело. Этот ручей исчезает просто у вас на глазах. Смотрите, исчезающий ручей. Павел, иди сюда. Ты посмотри только, что я нашла. Ого. И какие огромные, и каких они ярких красок. Вау. Ой, это страшно, это могут быть ядовитые. Мне грибы. кажется, нет. Да? Я, правда, в грибах не разбираюсь. Ой, там еще спрятанные. Ну, вот. Может быть, из наших зрителей кто-то нам Знатоков, подскажет, что да. это за Как вы красотень думаете? такая. Я думаю, это боровики, ну не Что знаю. это? Да какие боровики? Нет? Лисички, я думаю. Такие огромные лисички крохотные. А, ну тогда я не знаю, что это. Но очень красивые, такой оранжевый, Согласен. яркий цвет. Вообще сейчас идет период грибов, сбора грибов, и кто любит грибы, активно в этом Но участвует. нужно понимать, какие ядовитые, какие недовитые. На пути встречается старый сирийский ясень. Его почему-то называют деревом Винни-Пуха. Возможно, когда-то оно и было на Винни похоже. Хотя вот это, пожалуй, напоминает брошенный бочонок с медом. На этой деревянной табличке написано о том, что 2000 лет здесь росла атлантическая фисташка. Но дерево сгорело по вине туристов. Мы уже торопимся к выходу, но еще ярко светит заходящее солнце, но на небе уже взошла луна. Смотрите, рядом с нежнейшим растением грозно выглядывают то ли зубы, то ли когти дракона. Но на самом деле это пробивается молодой тростник.
Маленький водопад и обильно растущие растения волосы Суламифи в миниатюре напомнили о водопадах в оазисе Энгеди в Иудейской пустыне. Водяная мельница работала и молола муку здесь больше 100 лет, а сейчас успешно работает в качестве музейного экспоната. Мы торопимся к выходу, до закрытия всего несколько минут. Путешествие заканчивается, парк опустел, и мы, похоже, самые последние. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки, если видео понравилось, и пишите комментарии. Мы им очень рады. Всем доброго здоровья, хорошего настроения и огромный привет. Оставайтесь с нами. До свидания и до новых встреч.